9 февраля 1904 года. Южная оконечность Квантунского полуострова. После полуночи 8 японских миноносцев незамеченными подошли к российской военно-морской базе Порт-Артур и атаковали торпедами наши корабли. Внезапное, без официального объявления войны, нападение японского флота на российскую эскадру привело к тому, что несколько кораблей русского флота в Тихом океане на 4 месяца были выведены из строя. На внешнем рейде были серьезно повреждены 2 наших лучших эскадренных броненосца «Цесаревич» и «Ретвизан», а также бронепалубный крейсер «Паллада». Утром у Порт-Артура появились главные силы японского флота – 6 эскадренных броненосцев и 9 крейсеров. Оставшиеся 5 русских броненосцев и 5 крейсеров снялись с якорей и вышли навстречу врагу, несмотря на значительный перевес противника в силах. Перестрелка была достаточно короткой, всего лишь 40 минут. Ни одного потопления, ни решительного превосходства стороны не достигли. Флагман японского флота Микаса получил серьезные повреждения. Он получил снаряд в районе заднего мостика и погибло несколько членов экипажа. В тот же день, 9 февраля 1904 года, произошло знаменитое сражение российского крейсера «Варяг» и канонерки «Кореец» против целой японской эскадры. Ее командующий, контр-адмирал Урио Сатакити, под началом которого было 2 броненосных и 4 бронепалубных крейсера, а также 8 миноносцев, поставил командирам наших 2 кораблей, находившихся в Чемульпо, с дипломатической миссией ультиматум. Им предлагалось либо сдаться, либо японцы грозили атаковать их прямо в порту. В итоге наши крейсеры «Канонерка» под общим командованием капитана 1-го ранга Всеволода Руднева вышли на внешний рейд и приняли неравный бой. После 50-минутного морского сражения, получивший тяжелые повреждения «Варяг» был затоплен своей командой, а «Кореец» взорван. Подвигом русских моряков тогда восхищался весь мир. Бой у Чемульпо вызвал широкий отклик в разных странах. Австрийский поэт Рудольф Грейнс сочинил стихи, на которые музыкантом 12-го гренадерского астраханского полка Алексеем Турищевым вскоре была написана широко известная песня «Врагу не сдается наш гордый варяг». Так начиналась русско-японская война. В связи с усиливавшейся экспансией Японии со второй половины 90-х годов XIX века Российская империя старалась создать на Дальнем Востоке мощный военный флот. Согласно трехлетней судостроительной программе, принятой правительством в 1895 году, для пополнения Тихоокеанской эскадры в тот момент уже сооружалось одновременно 7 броненосцев, 2 крейсера 1-го ранга, броненосец береговой обороны, 2 канонерские лодки, 1 минный крейсер, 1 минный тральщик и 4 контрминоносца. Общая стоимость программы была определена в 326 миллионов рублей. Колоссальная по тем временам сумма. Однако и этих денег не хватило. В 1898 году на срочное сооружение новых боевых кораблей пришлось выделить еще 90 миллионов. Поскольку своих современных кораблей у нас было мало, и то, что строили японцы с помощью англичан, было более современно, мы стали обращаться к иностранным производителям. Наш расчет был такой: мы закажем у американцев и у французов, они нам разработают чертежи, а уже мы на Балтийском заводе по этим чертежам сделаем свою серию броненосцев аналогичного качества и аналогичных технологий. Технический прогресс не стоял на месте. Пару лет назад построенный корабль завтра уже мог считаться устаревшим по силе вооружения, скорости хода и защищенности. В 1903-м российский император Николай II утвердил новую программу, по которой предусматривалось построить 4 эскадренных броненосца, 2 крейсера, 2 заградителя и 2 подводные лодки. Таким образом, перед войной с Японией самодержавие выделило на военно-морское строительство более 512 миллионов рублей.
что равнялось четверти годового бюджета всей страны. Огромные деньги на свой военный флот тратили и японцы. Так, в 1899 году из морского бюджета страны восходящего солнца на эти цели было израсходовано свыше 68 миллионов йен. В 1900 году более 50 миллионов. К этому времени в состав японского флота уже входили 6 броненосцев первого и 2 второго класса, а общий тоннаж кораблей составил 210 тысяч тонн, увеличившись вдвое. Перед русско-японской войной на строительство своего флота японцы потратили треть бюджета империи. Токио поддерживали англичане. И банкиры. Был такой Якоб Шиф, то есть в Соединенных Штатах был финансовый и промышленный капитал. Финансовый капитал возглавляли представители еврейской миграции, в том числе Яков Шиф. Он всячески препятствовал какие-либо суды, чтобы российское правительство могло бы брать в США, и давал японцам большие суммы именно под войну, под разрушение Российской империи. В срочном перевооружении на стыке 19 и 20 веков, кроме флота, также нуждалась и российская армия. Именно трехлинейная винтовка Мосина калибра 7,62 образца 1891 года стала одним из основных видов стрелкового оружия русской армии на многие десятилетия вперед. Винтовка Мосина – это первая магазинная винтовка. Ее главные отличия были в простоте устройства. Простота устройства заключалась в том, что затвор винтовки, а это самая сложная деталь, в общем-то, в магазинной винтовке, имел мало деталей, был очень прост в обслуживании. То есть от солдат не требовалась высокая квалификация для того, чтобы освоить эту винтовку. Производство такого большого количества оружия объясняется тем, что на 1 января 1904 года численность русской армии составляла уже 1 миллион 100 тысяч военнослужащих. Кроме того, в запасе насчитывалось еще около 3,5 миллионов человек. Японская императорская армия, численность которой вместе с резервами перед войной с Россией составляла 850 тысяч человек, в 1897 году также получила на вооружение новую винтовку под обозначением тип 30. Еще она известна как винтовка Арисака. Ее калибр 6,5 мм. По своим характеристикам она превосходила нашу Мосинку. Была легче, чуть короче, немного дальнобойнее и кучнее в стрельбе, а также была удобнее в перезарядке. Однако эти преимущества полностью перечеркивала ее ненадежность. Опыт боевых действий 1904-1905 годов показал, что, несмотря на хорошие баллистические качества, достоинства винтовки Арисака сводились на нет ненадежным механизмом затвора. Он давал частые отказы при малейшем загрязнении или попадании пыли. Недостаточная развитость военной промышленности России того времени сказывалась на обеспечении армии боеприпасами, а также другими видами военного снаряжения и вооружения. Еще за 2 года до начала русско-японской войны командующий Тихоокеанской эскадрой вице-адмирал Оскар Старк докладывал в Санкт-Петербург о большом некомплекте ее личного состава. Также катастрофически не хватало боеприпасов. Из доклада по военному министерству за 1903 год следовало, что на вооружении сухопутных крепостей на тот момент должно было находиться 7056 орудий. На самом деле их было на 245 меньше, а 1274 из них не соответствовали утвержденным калибрам. В приморских крепостях, в том числе в Порт-Артуре, из положенных 3432 орудий некомплект составлял 999 пушек. При этом на пополнение общего некомплекта в текущем году ожидалось всего 160 орудий разных калибров. Изучив этот отчет, император Николай II наложил на него резолюцию следующего содержания. Заявляю еще раз самым категорическим образом, что вопрос о некомплекте орудий в наших крепостях представляется мне грозным. Я не ставлю его в вину главному артиллерийскому управлению, потому что знаю, что оно постоянно указывало на этот серьезный пробел. Тем не менее, настало время разрешить это дело энергично во что бы то ни стало.
В итоге военным пошли навстречу. На восполнение недостающей крепостной артиллерии было выделено 28 миллионов рублей. Но санкцию на отпуск этих средств из казны Николай II подписал только 28 июня 1904 года, когда русско-японская война была уже в самом разгаре. Парализовав активность русской эскадры в Порт-Артуре, японское командование стремилось обеспечить безопасную переброску на материк своих армейских соединений. 1 мая 1904 года 45-тысячная первая японская армия под командованием генерала Куроки Тамэмото форсировала реку Елудзян на севере Корейского полуострова. Нанеся поражение восточному отряду русских войск генерала Михаила Засулича, в подчинении которого было около 18 тысяч человек, противник вторгся в Маньчжурию. 5 мая вторая японская армия под командованием генерала Оку Ясукаты численностью 38 тысяч человек высадилась в районе Квантунского полуострова в 100 километрах севернее Порт-Артура. Высадка эта состоялась на узком перешейке. Их путь лежал через старую крепость Джинчжоу, где находилось укрепление русской императорской армии. Соотношение сил было неравным, поэтому бой, продолжавшийся довольно длительное время, закончился тем, что наша армия потеряла третью часть своего состава безвозвратно, 2/3 вынуждены были отступить к Порт-Артуру. Японская же армия потеряла безвозвратно каждого 10-го своего солдата. 29 мая 1904 года противник занял порт Дальний. После этого вторая японская армия двинулась на север, в Маньчжурию, где находились основные силы русской армии генерала от инфантерии Алексея Куропаткина. А на Квантунском полуострове начала формироваться третья армия под командованием генерала Ноги Марысука. Японскому военачальнику была поставлена задача осадить и взять крепость Порт-Артур. На тот момент начальник нашего укрепрайона, генерал-лейтенант Анатолий Стессель, располагал гарнизоном в 42 тысячи человек личного состава, на вооружении которого было 646 орудий и 62 пулемета. 25 июля 1904 года японская крупнокалиберная артиллерия начала бомбардировку гавани, где стояла русская Тихоокеанская эскадра. 9 августа пехота противника вышла на исходные позиции по всему периметру крепости. Началась оборона Порт-Артура. Осадная группировка генерала Ноги постоянно наращивалась и вскоре достигла порядка 100 тысяч человек. И это не считая резервов, вместе с которыми японцы держали у Порт-Артура до 200 тысяч солдат. На вооружении Третьей армии было более 400 орудий, половину из которых составляла тяжелая осадная артиллерия. Японцы захватили передовые позиции, и внутренняя гавань Порт-Артура оказалась в зоне досягаемости японской дальнобойной артиллерии. Японцы еще не видели эту гавань, они ее не просматривали. Но они могли ее обстреливать по площадям. Они рано или поздно должны были добиться и добивались попаданий в русские корабли. И дальнейшее их пребывание в Порт-Артуре означало бы их неизбежную гибель, что в конечном итоге и произошло. Поэтому единственным шансом стал прорыв из Порт-Артура во Владивосток. В 8:30 утра 10 августа 1904 года русская эскадра во главе с контр-адмиралом Вильгельмом Витгефтом на броненосце «Цесаревич», следуя за противоминными тральщиками, покинула рейд Порт-Артура и взяла курс на Желтое море. В 11:30 были обнаружены главные силы объединенного японского флота под командованием адмирала Тога Хайхатира, 5 броненосцев, 13 крейсеров, 18 эскадренных и 30 обычных миноносцев. Наша эскадра решила прорываться с боем. В 12:20 первыми с предельной дистанции открыли огонь японцы. Эта фаза боя продолжалась около 2 часов. Корабли обеих сторон получили различные повреждения, но ни один не был потоплен. Благодаря преимуществу в скорости, главные силы японского флота перегруппировались и вновь пошли на сближение с русскими броненосцами. Около получаса перестрелка шла с равным успехом. Примерно в 17:30 305 миллиметровым снарядом, попавшим в фок-мачту «Цесаревича»,
Был убит находившийся на мостике контр-адмирал Витгефт. Погибли и были ранены офицеры его штаба. Еще одним снарядом в рубке был ранен командир броненосца, несколько офицеров и рулевой матрос. Корабль стал описывать круги. Управление эскадрой было потеряно. Корабли должны были следовать за мотелотом, то есть за ведущим. А тут тратил управление. И они начали автоматически повторять за ним маневр. Эскадра потеряла строй. В этот момент она стала практически мишенью для японцев. Действуя самостоятельно, несколько российских кораблей, включая броненосец «Цесаревич», 3 крейсера и 5 эскадренных миноносцев, смогли прорвать заслоны отдельных боевых отрядов японского флота. Большинство из них ушли в нейтральные порты Юго-Восточной Азии. Остальные корабли нашей эскадры вернулись в порт Артур. Позже выяснилось, что если бы не гибель командующего контр-адмирала Витгефта и потеря управляемости флагманского броненосца, адмирал Тога, по свидетельству очевидцев, уже был готов отдать приказ о выходе своего флота из боя. Русско-японское сражение в Желтом море окончательно в связи с потерей еще выходом из строя нескольких броненосцев уже окончательно сломило соотношение сил в Желтом море. Японцы полностью завладели инициативой на море. После этого было принято решение о том, что часть команд и 264 орудия сняты были с кораблей, как и часть пулеметов, и усилили гарнизон Порт-Артура, который теперь предполагал защищаться от японской осады с суши. 19 августа 1904 года Третья японская армия генерала Ноги начала первый штурм Порт-Артура. Перед атакой крепость долго обстреливали из сотен орудий больших калибров. Ожесточенные бои на восточном и северном флангах продолжались 5 дней. За это время японцы смогли взять только 2 передовых редута и при этом потеряли 20 тысяч человек. Потери русской армии составили около 3000 убитыми и ранеными. Чтобы дождаться подкреплений, противник был вынужден перейти к планомерной осаде. 19 сентября генерал Ноги нанес новый фронтальный массированный удар. На этот раз более успешно. Японцам даже удалось занять некоторые второстепенные позиции наших войск. Однако все попытки захватить ключевой пункт обороны Порт-Артура, гору Высокую или высоту 203, разбились о стойкость наших моряков и солдат. Большую помощь в обороне оказывали стоявшие на внутреннем рейде корабли Тихоокеанского флота. В этом сражении японцы потеряли 7500 человек. Русские – 1500. Наши потери могли бы быть гораздо выше, если бы не руководивший всей обороной крепости генерал-лейтенант Роман Кондратенко. Кондратенко, так же как в свое время при обороне Севастополя, Нахимов смог действительно соединить в одно усилие флота и сухопутной армии. Он смог добиться того, чтобы флот, который был заперт в Порт-Артуре, отдал свои орудия на сухопутную оборону, на сухопутный фронт. Он добился того, чтобы моряки работали в тесном Автоматическое оружие, станковый пулемет системы «Максима» калибра 7,62 был принят на вооружение армии Российской империи в 1901 году. Установку намечалось использовать для обороны крепостей, а также с заранее оборудованных и защищенных позиций пулеметным огнем противостоять массированным атакам пехоты противника. На тот момент они были на достаточно сложном, массивном и высоком колесном лафете. Эти лафеты дорабатывались благодаря тому, что наши офицеры пытались создать более удобный, более легкий лафет. Пулемет «Максима» стал достаточно неприятным сюрпризом для японских войск, которые пытались взять Порт-Артур. Они по привычке первое время наступали практически колоннами, то есть по прусской военной традиции. Пулемет выкашивал японцев. Оборона Порт-Артура дала российской армии еще одно исключительное изобретение в области вооружений.
Сегодня это оружие используется всеми армиями мира. Во время штурма крепости японцы прорвали первые редуты нашей обороны и начали окапываться непосредственно у русских позиций. Враг оказался в так называемой «мертвой зоне» для артиллерии, и встал вопрос, как его оттуда выбить. Мичман Тихоокеанской эскадры Сергей Власьев предложил генерал-лейтенанту Роману Кондратенко бить по японцам навесным огнем. Для этого вначале планировалось использовать снятые с вооружения шестовые корабельные мины. В результате совместно с начальником артиллерийских мастерских капитаном Леонидом Габята был сконструирован первый в мире миномет. Для него изготовили специальный боеприпас – надкалиберную конусообразную мину со стабилизатором. В качестве метательных аппаратов использовались стволы 47-миллиметровых морских орудий, установленных на колесных лафетах, или металлические трубы, крепившиеся к деревянным колодам. Выстрел производился, естественно, переменным зарядом, который заряжался с казны. Скорострельность невысокая, точность была не очень высока, но на 200-500 шагов оружие действовало достаточно неплохо. Габятов впоследствии сравнивал действие этого орудия с имевшейся тогда на вооружении русской армии 6-дюймовой полевой мортирой Энгельгарта. 26 ноября японцы начали четвертое наступление на крепость, стоившее им 18 тысяч убитых солдат и офицеров. После непрерывных атак, длившихся 10 дней, в русских ротах в строю оставалось по 10-20 человек. Главные бои развернулись за гору Высокая. Противник смог овладеть ей, только перебив всех ее защитников. Гора Высокая была использована японцами, во-первых, для размещения своей артиллерии и для прицельного, точного уничтожения каждого корабля нашей Тихоокеанской эскадры. Поэтому действительно они как были зажаты, были заперты в этой гавани, так они практически все и были уничтожены на рейде. 29 декабря 1904 года, хорошо закрепившись и подготовившись, японцы пошли на решающий штурм Порт-Артура. Совершенно истощенный гарнизон в один день потерял укрепления сразу в 6 районах, и к вечеру 1 января после ожесточенных боев защитники крепости отступили на третью, последнюю линию обороны. На следующий день, вопреки мнению военного совета, командующий Квантунским укрепрайоном генерал-лейтенант Анатолий Стессель приказал подорвать оставшиеся на плаву корабли и запросил у противника условия капитуляции. Накануне сдачи крепости русские матросы, солдаты и офицеры приводили в негодность орудия и сжигали склады. 6 уцелевшим миноносцам и нескольким катерам удалось прорваться в китайские порты. На миноносце «Статной» были эвакуированы знамена и секретные документы. В ходе героической обороны Порт-Артура, длившейся 159 дней, погибло 15 тысяч его защитников. Было потоплено 28 наших боевых кораблей. Примерно 24 тысячи человек, включая 14 тысяч раненых и больных, попали в плен. В свою очередь, потери японцев оказались огромны. Около 110 тысяч убитыми и ранеными. Кроме того, 15 кораблей противника было пущено на дно. Падение Порт-Артура русские маньчжурские армии оказались в мешке восточнее Мукдена и не могли выйти к Телину сразу. Они прорывались из этого мешка
по узкой горловине, потому что японцы пытались перерезать так называемую мандаринскую дорогу, вот, и по этой узкой горловине под обстрелом противника русские войска выходили из полуокружения на Тылин. Русские войска отступили на 175 километров к северу от Мукдена. Там они и оставались до конца войны, пополняя силы и готовясь к переходу в новое наступление. В конце мая 1905 года в районе острова Цусима произошло последнее решающее морское сражение русских и японских кораблей, которое предопределило исход всей войны в пользу Японии. В ночь на 27 мая вторая Тихоокеанская эскадра под командованием вице-адмирала Зиновия Рождественского в составе 38 кораблей, которая совершала переход с Балтики, вошла в Корейский пролив. Обнаружив ее приближение, японский флот начал развертывание сил, чтобы не допустить прорыва русской эскадры во Владивосток и уничтожить ее в бою. Победу в Цусимском сражении японцам принесли две вещи. Первое – это новые боеприпасы, которые пробивали броню русских кораблей. Второе – это изучение английской тактики линейного боя флотов, а именно охват и уничтожение флагмана, охват головы колонны, что привело к тому, что наш флагман был уничтожен, второй был уничтожен позднее, и японские броненосцы расстреляли всю эскадру Рождественского практически. Человек. Цусимская катастрофа нанесла огромный урон престижу Российской империи. Петербург поддался общественному и политическому давлению и пошел на заключение мира с Токио. Договор между Россией и Японией был подписан 5 сентября 1905 года в Портсмуте. По нему мы уступали стране восходящего солнца южную часть Сахалина, отказывались от арендных прав на Квантунский полуостров и железную дорогу, соединявшую порт Артур с китайско-восточной железной дорогой. Наша страна также соглашалась, что Корея является японской зоной влияния. Никакой денежной контрибуции по результатам войны не предусматривалось, но Россия признавала себя побежденной. Если бы русская армия смогла, нарастив за некоторое время свои людские ресурсы, ресурсы в вооружениях, дать еще одно генеральное сражение или развернуть контрнаступление, например, на Порт-Артур, либо для освобождения других территорий, то действительно, возможно, мы смогли бы перехватить инициативу и разбить остатки японских сил, потому что у них уже к началу 1905 года ресурсов для дальнейшего наступления попросту не было. Но, к сожалению, политические просчеты, внешнее давление на нашу страну и очень нестабильная внутренняя ситуация привели к тому, что, к сожалению, это
Какие программы завели, военные программы. Вот когда мы их реализуем, вот тогда посмотрим, как будет. А немцы не стали ждать, когда мы их реализуем, когда и англичане, да? А они достигли максимума к определенному периоду. И они решили, что сейчас-то вот самое время. С первых дней войны в сухопутных частях обнаружилась острая нехватка артиллерийских орудий. Также никто из российских стратегов до этого не допускал, что боевые действия могут перейти в позиционную фазу. Поэтому уже через полгода закончились мобилизационные запасы снарядов и винтовок, и на фронт прибывали невооруженные новобранцы. Когда в июле 1915 года началось немецкое наступление, для русской артиллерии была установлена норма 5 выстрелов на орудие в сутки. Немецкие же пушки имели по 600-900 снарядов. Поэтому после вражеской артподготовки, продолжавшейся 5 часов, наши войска потеряли 30% боевого состава. Только к началу 1916 года, благодаря невероятным усилиям военного министерства Российской империи, удалось мобилизовать около 500 металлургических, текстильных и других предприятий. На них запустили массовое изготовление боеприпасов разных калибров, что позволило преодолеть снарядный голод в действующей армии.